Ну что, Google только что выпустил свою новую модель Gemma 4, и вообще говоря, это семейство из 4 новых моделей, которые поддерживают reasoning или мышление, они мультимодальны, и они поддерживают вызов функций tool calling. Но есть еще один секретный нюанс, который заставляет меня снимать это видео. Gemma 4 поставляется с настоящей лицензией Apache 2.0. Это не кастомная урезанная лицензия, это реальная лицензия Apache 2.0. И что это для нас означает? Что мы впервые можем взять, обучить лучшую открытую модель от Гугла, модифицировать ее, внедрить в коммерческие проекты, делать с ней все, что нам захочется, без каких-либо скрытых условий. Давайте быстро сориентируемся в названиях, так как модели 4, и в них можно запутаться. Gemma 4 делится на 2 уровня. Это модели для рабочих станций, Workstation Models. Собственно, это плотная модель на 31 миллиардов параметров и модель на основе MOE на 26 миллиардов параметров, которая активна только 4 миллиарда параметров за один проход. И это Edge модели для периферийных устройств E2B, E4B. Это, в принципе, маленькие, крошечные, но высокоэффективные модели, которые созданы для работы на телефонах, на Raspberry. В принципе, везде, где требуется довольно качественная модель, локально, на слабом устройстве. Друзья, только важный нюанс. Вам нужно подписаться на этот канал, оставить какой-нибудь комментарий, оставить лайк, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И посмотрите в описании и в закрепленном комментарии ссылки на наши мастер-классы. Обязательно залетайте в нашу про-группу, где мы говорим про искусственный интеллект и про автоматизации, и присоединяйтесь к ней. А в бесплатной прогруппе я прикрепляю все бесплатные материалы из своих видео. Ссылка на нее тоже в описании и в закрепе, туда тоже обязательно заскакивайте. Ранее модели Gemma, вплоть до 3-й версии, имели строгие лицензионные ограничения. Из-за этого многие из нас выбирали Llama или Qwen, но переход на Apache 2.0 — это шаг Google навстречу сообществу, тем более на фоне того, что некоторые китайские модели начинают ограничивать доступы к своим новым релизам. А Google заявляет, что Gemma 4 построена на базе исследований флагманской коммерческой модели 3-й версии, и архитектурные инновации постепенно спускаются в модели с открытыми весами. Если вы запускали локальные модели ранее, а вы, скорее всего, запускали, вы, наверное, знаете, что все они соревнуются в стандартных текстовых бенчмарках. В лучшем случае они поддерживают текст и зрение, но если вот вам нужно было добавлять аудио к этим моделям, приходилось отдельно прикручивать модели от Whisper или какие-то другие системы. Ну а вызов функции вообще всегда был, скажем так, черным ящиком с вероятностью сработать либо нет. В Gemma 4 все это интегрировано из коробки в единое семейство моделей на прямо архитектурном уровне. Зрение, аудио, рассуждение, вызовы функций, инструментов, они как бы не прикручены после обучения, они прям встроены изначально. Одно из ключевых преимуществ Gemma 4 — это способность к внутренним рассуждениям перед выдачей окончательного ответа. Это улучшает качество финального результата. Более того, модель может применять эту логику не только к тексту, но и к изображениям, и, в принципе, как будто бы это происходит впервые, и к аудио тоже. Это значительно повышает результаты модели в бенчмарках. Вместе с ризонингом также идет и вызов функций и инструментов, что критически важно для современных ИИ-агентов. Модель оптимизирована для многошаговых агентских рабочих процессов, что позволяет ей работать с инструментами напрямую, а не просто следовать инструкциям из промпта. Младшие модели E2B, E4B имеют встроенную поддержку аудио. Это намного лучше, чем было в прошлых версиях Gemma. Вы можете сделать распознавание речи и даже переводить речь в текст. Что касается зрения, визуальный энкодер теперь поддерживает нативное соотношение сторон и различные разрешения. Больше не нужно обрезать или масштабировать картинки. Модель понимает чередующийся ввод из нескольких изображений, что отлично подходит для распознавания текстов, понимания документов и даже для анализа картинок и видеокадров.
Модели уже доступны на Hugging Face, на Google Cloud. И эти 4 модели с мультимодальностью и бесплатной лицензией, в принципе, являются великолепным стартом для того, чтобы просто взять их, потестировать, попробовать более тонкую какую-то настройку, поприменять в RAG-системах. И непосредственно к тестам я и предлагаю перейти. Вот я на Hugging Face нашел самую младшую модель из последнего релиза. Я возьму самую младшую просто для демонстрации, чтобы у нас это все происходило побыстрее. Можно прочитать ровно примерно про то же, что мы только что обсуждали у нас в видео. Видим бенчмарки, видим, что она работает с разными инпутами, даже есть аудио, и тут я только что увидел, что есть speech to translated text, соответственно, она может пробовать сразу переводить текст из одного языка в другой, поэтому мы забираем эту модель и идем в Google Colab. На просторах интернета уже много Google коллабов, то есть люди пробуют эти модели. Я нашел вот один пример, и мы сейчас его под себя несколько подстроим. И ссылку на этот Google Colab я прикреплю в свою бесплатную Telegram-группу, так что вы сможете все равно то же самое получить у себя, открыв эту ссылку и скопировав себе этот Google Colab. Когда мы сюда попадаем, нам необходимо здесь приконнектиться к рантайму, нажимаем эту кнопку. Нам Google выделяет какие-то ресурсы для того, чтобы мы смогли запустить код и запустить саму модель. Второй нюанс. Мы должны перейти вот сюда на ключи и здесь добавить с именем HF токен, то есть вот это имя, сам токен из Hugging Face. Как мы это делаем? Мы возвращаемся в свой Hugging Face, здесь идем на Access Tokens, там генерируем новый токен, и именно этот токен вставляем уже себе в Google Colab. И дальше можем идти по всему workflow, то есть мы сначала задаем правильное имя из Hugging Face для нашей модели, чтобы мы ее могли стянуть. Сейчас делаем аутентификацию в Hugging Face по ключу. Дальше устанавливаем и скачиваем трансформеры. Это займет некоторое время. Теперь импортируем трансформеры. И, наконец, загружаем саму модель. Сейчас она у нас затянется. Все, у нас модель затянулась, и мы, наконец, можем перейти к непосредственным тестам, то есть можем сейчас закинуть какой-нибудь промпт, например, я спрошу, какими языками ты владеешь, и вы можете увидеть, что модель управляется довольно просто. Вы видите, что здесь можно включить либо выключить режим размышления или reasoning, добавлять промпт-генерации, либо не добавлять, то есть вы непосредственно здесь можете это контролировать. Мой промпт звучит так, какими языками ты владеешь, и я отсылаю запрос к нашей модели. Ответ у нас занял 37 секунд. Учитывайте, что это включает в себя сам reasoning, и теперь, если мы посмотрим, каким образом она формировала нам ответ, видим, что тут очень много размышлений перед тем, как она даст нам ответ. Если мы выполним следующий скрипт, мы как раз разобьем на мысли, вот все мысли модели, а дальше уже ответ на русском языке, непосредственно вот такой короткий. Соответственно, если мы выключим режим размышления, здесь укажем флаг false, запустим тот же самый вопрос. Видим, что ответ занимает всего 8 секунд. Довольно быстро. Видим, что никакого ризонинга не случилось, но и ответ менее развернутый. Хорошо. Сейчас тест намного более интересный будет. Вы видите, что здесь у меня есть картинка. Вот я загрузил одну из картинок, которой мы пользуемся в рамках видео. Это как раз непосредственно график моделей перформанса. И мы видим, что мы можем слать в эту же модель изображение, прогоняя ее через процессор, и непосредственный промпт у меня будет, что на картинке. Я непосредственно ограничу ответ 128 токенами. Давайте попробуем нашу картинку загрузить и сразу же выслать в нашу нейронку вопрос, что на этой картинке. Прекрасно, смотрите, наш вопрос прилетел, и модель. На картинке представлен график под названием Model Performance versus Size, то есть производительность модели против размера. Надо сказать, что он довольно неплохо отвечает, учитывая, что это самая маленькая модель из последнего релиза. Здесь у меня обрыв ответа, потому что я ограничил размер аутпута, но в принципе мы видим, как работает мультимодальность на практике.
Давайте прогоним еще один текст. У меня здесь есть мой аудиофайл, и мы увидим, что мы можем работать с аудио примерно ровно так же, как и с текстом, как и с картинками. Давайте мы загрузим этот аудиофайл. Давайте его вместе с вами сейчас послушаем. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Класс, у нас есть сообщение. Давайте прямо вышлем наш аудиофайл в нашу нейронку, и здесь будет запрос «Пожалуйста, транскрибируй этот файл». Выполняем. Буквально за 4 секунды выполнилось. Давайте мы выведем, что у нас тут есть. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Неплохо. И теперь воспользуемся возможностью, которую мы как раз увидели на Hugging Face, то есть может у нас происходить непосредственная транскрибация нашего текста из одного языка в другой. У нас язык источника русский, и давайте переводить все это на английский. Запускаем наш скрипт. Да, за 6 секунд выполнился наш скрипт, и мы видим, что в одном большом городе был ботанический сад, и in one big city there was a botanical garden. В принципе, что сказать? Это самая младшая модель. Обязательно тестируйте модели. Вот этот источник на Colab у меня будет ссылка в описании. Проходите наши мастер-классы и до следующих встреч.